Плюсы жизни в Испании. Хочу вам рассказать о типичных плюсах именно этой страны, а также какие плюсы жизни для меня. Вы просили очень это видео, я сделала. Кто еще не посмотрел видео о минусах страны, оставлю в описании, заходите, смотрите. Там их целых 3. Ну, не только о минусах, а вообще, в принципе, особенности страны, как тут все устроено. Ну что, начинаем? Поехали! Но перед тем, как начать о плюсах страны, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео об Испании. И начну я с первого плюса, это, конечно же, климат. Из-за него многие и переезжают сюда, в эту страну, там, с северных стран Восточной Европы. Чем он привлекает? Это больше 300 дней солнечных в году. Особенно это касается, конечно же, Андалусии, Валенсии, вообще побережья Испании. Каждый может найти климат под свои нужды. То есть, если южный климат, там, как в Андалусии, он такой более засушливый, почти нет дождей. Если вы поедете на север Испании, как Галисия, Кантабрия, Астурия, это очень зеленые регионы. Там, конечно же, поэтому много дождей, чуть поменьше солнца, но, может быть, вам подходит именно этот климат. И там, конечно же, менее жарко, особенно если сравнить летом. Но, конечно же, зимой более прохладно. Поэтому там есть отопление, в отличие от Андалусии. Но помимо климата я хочу выделить второй плюс, и это вообще пейзажи и какая разнообразная природа в Испании. То есть если вы хотите, вы можете найти и пустыню, там как в Альмерии. Если вы хотите, можете посмотреть вулкан на Канарских островах Тейды. Он один из самых высоких океанов в Атлантическом океане. Также, если вы захотите, вы поедете на север Испании, зеленый регион. Там к нам на юг более засушливый другой. И вообще каждый регион Испании настолько аутентичен, настолько разнообразен. Разные люди, разная кухня. Все настолько отличается, как будто в Испании очень много мелких стран. И поэтому путешествие даже только по этой стране вам приносит большое удовольствие, и вам не нужно ездить вообще в другие страны. И испанцы очень любят путешествовать именно по своей стране. Некоторые просто боятся выезжать в другие страны, потому что не знают языка, а некоторые просто действительно очень любят Испанию, потому что в Испании есть все, действительно. И мы тоже по ней очень много путешествовали, и еще столько много мест открывать, даже в той же Андалусии, хотя мы очень часто путешествуем и знаем уже огромное количество мест. Бывает очень много мест, которые я посещала, даже некоторые друзья моего мужа не видели за свою жизнь. Но если мы говорим о пейзажах, то, конечно же, многих очень привлекают это испанские пляжи. 4000 километров от юга до севера. Какие хотите. Северные пляжи, галисийские, такие более неприступные, холодные, или южные, там Средиземное море, или вообще на юге Атлантический океан, там теплые, красивые пляжи, ничем не хуже Португалии, как многие любят. Альгарве. Но если вы проедете по побережью Кадиса, там тоже очень красивые и очень похожие скалы. Может быть, чуть поменьше размером, но ничем не хуже. Просто как-то раскручены больше именно Альгарве. И причем можно выбрать, конечно же, море тоже на любой вкус. Кто-то любит холодное, кто-то теплое. То есть у нас в Малаге, как я уже говорила, море холодное обычно. Бывают месяца, конечно, теплые, но в целом потеплее море в Валенсии, например. Но на севере Испании оно холодное. Хотя, знаете, когда мы ездили год назад на север Испании, и так получилось, что мы попали даже парочку дней, именно когда было прям очень жарко. То есть мы приехали, там было плюс 30-32 градуса. Это вообще не типично для них. И мы зашли в океан, и море оказалось, порядка 23 градусов. То есть это нормальная температура для Малаги, вообще совсем не холодная оказалась. Даже как-то я слышала по новостям, что бывает прогревается до 24. То есть в целом нормальная вода, можно купаться. Конечно, там более короткий промежуток теплого моря, чем у нас, но все равно не все так критично. Все-таки это не Северный Ледовитый океан, а Испания. Поэтому любая провинция по-своему хороша. То есть каждый выбирает, что ему нравится, какая ему нравится природа, какой регион, какие люди, может быть, кухня. У каждого свои критерии. Чем еще славится Испания, это, конечно, фрукты и овощи круглый год. Если вы не слышали, то провинция Альмерия, где находится огромное количество парников, считается вообще теплицей Европы. То есть оттуда поставляются фрукты и овощи вообще для всей Европы. Там просто огромные площади. Если вы посмотрите с космоса, такое огромное белое пятно. Даже есть известный сериал «Пластиковое море», «Мар де Пластико», где детективы, там, об убийствах, и именно происходит все на территории этих парников. Кому интересно, кто понимает испанский язык, можете посмотреть этот сериал. И, естественно, то есть у нас, особенно на юге, огромный выбор фруктов. Они меняются по сезонам. То есть вот сейчас
Мой самый любимый фрукт черемоя в Испании, который я раньше никогда не пробовала. У него очень необычный вкус. Вы, наверное, посмотрели уже такое мое небольшое видео о нем. Он это как-то сливочное яблоко, его как только не называют. Сложно вообще подобрать какой-то вкус для этого фрукта. Он ни на что не похож. Но он очень классный, и особенно если его можно заморозить, вообще прям вкус сливочного мороженого, я бы сказала, намного даже лучше, чем мороженое. Но в нем есть такие ядовитые черные косточки, которые обязательно нужно выкидывать. Также вот вообще огромное, то есть вот сейчас осенью у нас инжир, вот это черемоя. Сейчас уже начались продавать вот в конце, вот сейчас в октябре мандарины, сейчас они тоже будут сколько-то месяцев. Зимой появляется в конце января клубника, что для меня было просто шоком, что клубника так рано. То есть раньше, хотя я жила на юге России, когда клубника в конце мая, но в конце января это что-то просто. То есть и вот так для каждого фрукта есть свой сезон, и просто они бесконечно меняются. То гранаты, то еще что-то. Это какое-то просто бесконечное изобилие, и я этому очень рада. Причем все очень хорошего качества. Но, наверное, самый главный для меня фрукт, без которого я тут жить теперь не могу, это авокадо. И авокадо именно растет в провинции Малага. Мне кажется, по-моему, даже единственная провинция, ну, возможно, где-то еще тут в Андалусии, но, в принципе, самой главной провинцией по производству авокадо является именно Малага. В Малаге также вот черемой тоже растет, она еще в Гранаде, и еще славится манго. Манго я к нему так равнодушна, но кто нравится, тут они очень спелые, крупные, классные. И также все овощи. По овощам только могу сказать один минус среди всех плюсов – то, что в Испании не нашла ни одного нормального огурца, они какие-то водянистые, какая-то толстая кожура, ну, короче, ни одного нормального за все время, сколько тут живу, не попробовала. Помидоры тоже нужно находить, то есть я обычно вот в магазинах, там, типа Меркадона, да, любых, которые подешевле, чаще всего они пластиковые, бывают даже безвкусные. Лучше всего покупать на рынках, там, в Меркадия, либо в специализированных магазинах, фрутериях, там, фруктовых, овощных магазинах. Там можно найти хорошие. И следующий плюс, которым я хочу с вами поделиться, это то, что касается именно Малаги. Ну, в целом, я думаю, можно сказать про всю Испанию. Но Малага, вот проводился рейтинг в 2018 году, заняла первое место среди городов, в котором люди больше всего улыбаются вообще в мире. На первом месте была Малага, и из испанских городов еще в десятку попал Мадрид, он на пятом месте. Конечно, очень странно, Мадрид меня удивил. Столица обычно так не так. Но вообще, в принципе, все испанцы улыбаются, но в Малаге люди особенно, они очень доброжелательные, улыбчивые, и вообще в целом в Андалусии люди, конечно, отличаются вообще в каждом регионе, но Андалусия особенный регион, и я его очень люблю. С людьми тут очень легко общаться, все общительные, там помогают, с тобой всегда постоянно общаются, здороваются. Как-то это настолько, тем более, еще поразительно. Вот мы недавно съездили во Францию, и мне не хватало. Да, Париж красив, да, ну там в нем чувствуется стиль, люди одеваются по-другому. То есть в Испании не везде там одеваются стилем, чаще, может быть, на севере, в столице. Тут на юге как-то более расслаблено, особенно в пляжном городе, как Малага. Но именно не хватало человеческого такого общения. То есть французы, они, неважно, даже не в языке, то, что мы не знали французский, но они с тобой не стремятся заговорить. Там, с официантом ты не будешь говорить там полчаса, общаться, ой, откуда ты, как ты и так далее. Совсем другое, когда мы в кафе встретили просто испанскую пару, мы с ними в час прообщались, а с французами вообще ни с кем. И это такое, и это так сильно отличает Францию от Испании, то есть вот такая же страна, наверное, похожа. Вот Италия, я могу сказать, потому что Италия, Испания для меня они такие очень открытые, доброжелательные, еще Греция, где ты со всеми общаешься. Ну, люди Средиземноморья, как я могу сказать, они другие. Они чем-то похожие, все такие южные, расслабленные и любят общаться, получать удовольствие от жизни. А вы как считаете? Пишите свой комментарий. Кстати, если какой-то я плюс буду, или вы считаете, что есть какой-то плюс еще у Испании, напишите обязательно. Я тоже хочу это узнать. И что еще хотела добавить про климат вообще в Испании, ну, особенности Малаги, конечно же, то, что вот сейчас я записываю для вас видео 30 октября, вечер, и температура плюс 23 градуса. Я одета по-летнему, то есть в платье. Это же просто замечательно. Мне кажется, любому захотелось бы, чтобы такая была осень, не дождливая, теплая, солнечная. Это просто классно. Следующий плюс, который я хочу назвать, и это бесплатная медицина. Хотя, конечно, медицину в Испании я часто ругаю, есть много проблем с ней, конечно же, и с точки зрения того, что у медиков много проблем, и медиков не хватает, и запись на прием бывает очень сложно получить. Но
В то же время есть и много положительного, то, что есть не во всех странах Европы, и особенно если сравнить с Америкой. То есть любому человеку здесь окажут бесплатно скорую помощь. То есть если человек там при смерти, либо что-то случилось, ему обязательно окажут. Причем это бесплатно. И это даже распространяется на иностранцев, не только жителей. Я даже когда переехала только в Испанию, у меня через неделю случилась небольшая травма на пальце, и меня обслужили, вообще никаких проблем не было. Даже не потребовали страховку. У меня на тот момент была такая страховка временная. И все оказалось очень просто и легко. И я знаю, что бывают англичане, ну кто-то есть иностранцы, которые знают про эту систему, этим иногда пользуются. Может быть, у них какая-то там хроническая болячка или еще что-нибудь, обострение. Приезжают в Испанию, что-нибудь случается, и они идут в скорую, и их бесплатно лечат. И также считается, что в Испании достаточно передовые технологии по лечению рака. И вообще в целом, если у вас что-то серьезное, вас стараются вылечить. Но если что-то несерьезное, то тут все время как на авось, как повезет. Обследований тут нет, диагностики нет, поэтому о медицине я могу говорить и плюсы, и минусы. И у всех разный опыт, все с разным сталкиваются, в зависимости у кого что случается. Поэтому желаю вам не болеть, лучше вообще к врачам не попадать, какая бы хорошая медицина ни была. И в связи с этими факторами, о которых я рассказала, то есть климат солнечный, прекрасные овощи и фрукты, бесплатная медицина, улыбающиеся, не напрягающиеся люди, которые ко всем доброжелательны, я думаю, поэтому у испанцев одна из самых высоких продолжительностей жизни в Европе, вообще и в мире. Где-то средняя продолжительность примерно 85 лет. Есть, конечно, разные, но в среднем примерно такой. И реально очень-очень много долгожителей. Хотя я все время смеюсь, когда слышу про средиземноморскую диету, и когда идешь в обычное стандартное кафе испанское, здесь на побережье на нашем, и очень много всего в фритюре, картошка фри, я думаю, где же эта диета? Где овощи и фрукты? Где овощи? Ну, наверное, продолжительность не только в продуктах, а еще, конечно же, в отношении к жизни, в общении, меньше нервов, больше позитива. Как вы считаете? Еще одним плюсом, который я хочу назвать, это безопасность. Испания, я считаю, достаточно безопасная страна. Конечно же, есть районы, да это в любом городе мира, не только в Испании, какие-то могут быть небезопасны. Или, к примеру, вот сейчас город Барселона, я вот считаю, наверное, только он самый такой небезопасный в Испании. Там очень много краж и много такого мелких каких-то преступлений. Бывает уже и не мелких. Он просто достаточно уже криминальным городом стал, хотя очень красивый, большой, и, наверное, поэтому туда все едут. Но в целом, особенно по нашему побережью, по Андалусии, вообще вот ничего такого не слышу. Малага очень спокойный город. Неблагополучный район, как Пальма-Пальмия, куда обычно полиция не ездит, но в целом все спокойно. То есть с каждым годом, мне кажется, лучше очень все много меняется. Но никаких таких серьезных ни краж я не слышу. Конечно, не нужно терять бдительность и оставлять свою сумку там на 100 метров, за ней забывать, что бывает делают европейцы. Я думаю, мы к этому привычны и больше начеку. Но такого, что какое-то нужно все время держаться за сумку, за рюкзак или как-то быть очень нервным, нет. Вот сравните, допустим, мы съездили туда, в тот же Париж. Этот город, конечно же, этот город на меня такое двоякое впечатление произвел, очень красивый, но там, конечно, большое количество странных личностей. И, допустим, на Монмарте огромные прям группировки негров, которые подходят к туристам, не по одному, и явно каким-то способом их обворовывают. Мы так не следили, но немножко страшновато от них. Мы от них старались держаться подальше. Здесь, в Испании, у нас в Андалусии, от кого нужно держаться подальше, это от цыган. Если вы там были в Севиле или в Гранаде, очень часто там у главной достопримечательности ходят цыганки с листочками розмарина. Там тебе пытаются предлагать или что-то погадать. Конечно же, не соглашайтесь, вообще от них убегайте. Я от них просто отпрыгиваю. Давно мне такого не встречалось, так несколько раз всего. В принципе, не напрягает, и все-таки их значительно мало по сравнению с сколько в Париже тех же негров. И как-то я себя тут чувствую очень комфортно и безопасно, не чувствую каких-то неудобств. Что мне еще нравится в Испании, это испанские дети. Они совсем не заебанные, они ничего не боятся, потому что школа, она здесь устроена совершенно по-другому. Учителя, конечно же, не ругают, никого не выделяют. В целом, может быть, у них знания поменьше будут, чем в наших странах, чем мы привыкли. Может быть, их не так
на что-то нацеливают, там, чтобы они были первым, сильным, выше, сильнее, быстрее, но их нацеливают быть полноценным человеком, относиться к людям хорошо, социализироваться, то есть они общаются. В классах очень часто они учатся вместе с детьми с особенностями, там, может быть, синдром Дауна или еще что-то. То есть, я не знаю, те дети могут ли нормально обучаться в обычных таких классах, но в том плане, что они социализируются с обычными людьми, они привыкают, что люди бывают разные, с особенностями, да, и на инвалидных колясках, и для них это считается нормой. То есть ничего страшного тут нету. Все мы разные, и это нормально. Плюс испанцы очень любят детей, но также они не собираются терять свои привычки. То есть появился ребенок в семье, не означает, что они будут сидеть дома. Они точно так же будут ходить по барам, сидеть там до 2 ночи, ничего страшного. Ребенок спокойно, при этом шуме спит в коляске, для него все это нормально. Также по барам дети носятся, шумят, никто им не делает замечания, все только ухмыляются, улыбаются или там, наоборот, с ними играют. Наверное, так с детства закладывается шумливость испанцев, что в какой бар не придешь, везде шумно. И просто нереально. А теперь хочу рассказать о моем плюсе. Не совсем он очевидный, но я с детства всегда любила музыку на испанском, испанские песни, может быть, латиноамериканские, поэтому здесь для меня просто рай. Я хожу на большое количество концертов испанских певцов, даже и латиноамериканские звезды сюда приезжают. В этом году, например, был Марк Энтони, я, правда, там не была. Вот сейчас, буквально в ноябре, поеду на концерт к Давиду Бисбалю в Альмерии, который единственный в этом году. Его творчество уже аж 20 лет. И тут вообще большое разнообразие. Просто для меня это большой плюс. Если вы любите испанскую музыку, для вас может быть тоже. Но я знаю, что не все знакомы с испанскими певцами, кто приезжает из других стран и, может быть, только со временем с ними знакомятся, узнают постепенно, поэтому это лично мой плюс. И последний плюс, которым я хотела бы завершить это видео, это хорошие дороги. Они, наверное, в большинстве стран Европы хорошие, но я буду говорить именно про Испанию. Что мне тут нравится, что большинство трасс, они с разделительной полосой, то есть они безопасные. В основном, как минимум, 2 полосы в одну сторону. Есть, конечно же, такие небольшие дороги между поселками, где нет разделительной полосы, но это совсем небольшие дороги. Но большинство именно с разделительной полосой. И в городах тоже, в центре города. И мне просто очень комфортно ездить по сравнению с Россией. В России не везде так было. Сейчас меняется постепенно, но в Испании все очень-очень комфортно в этом плане. Друзья, я поделилась с вами моими плюсами жизни в Испании. Хочу, чтобы вы со мной также поделились, что вам больше всего тут нравится, или какие плюсы вы видите для себя, почему вы хотите сюда переехать, или почему сюда приезжаете как турист, чем вас привлекает эта страна. Давайте пообщаемся в комментариях. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк, если понравилось это видео. Мы скоро с вами увидимся. До встречи. Адиос. Пока.